Приветствую всех на канале. В этот раз у нас будет Volkswagen ID.3, который не запускается. Автомобиль новый, но что-то с ним пошло не так. Сейчас буду диагностировать и смотреть, что мы с ним можем сделать. Перед просмотром видео хочу сказать, что с недавнего времени на канале появилась функция «Спонсировать», которая позволяет на регулярной основе поддерживать канал. И если вам нравится то, чем мы занимаемся, то также можете поддержать нас через кнопку «Спонсировать». И хочу поблагодарить первых спонсоров, которые уже поддерживают нас. Спасибо вам большое. Так, куча разных ошибок у нас. ВАГ сам по себе страдает большим количеством ошибок, а китайский ВАГ — это сверхбольшое количество ошибок. Так, что у нас по батарее? Блок управления 5, для модуля ячеек нет связи. У нас нету связи с пятым блоком ячеек. Хорошо. Что у нас вообще по фактическим параметрам? Так, батарея у нас в режиме аварийного отключения. 200 километров пробег. И везде у нас 3744, 3745. Так, 49 не видит, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. И дальше не видит. Так, у нас не видит пол батареи. У нас не видит как датчики температуры, так и напряжения. Что-то мне это напоминает. У нас была такая же проблемка с Honda MNV, которая тоже не видела половину батареек. И там закончилась замена БМС. Что здесь, пока непонятно. Пробовали мы этот ID.3 оживить программно. Хотели переинициализировать блоки, потом проверили прошивку всех блоков, ну, в частности батареи BMB-шек, и ничего у нас не поменялось. Как был 0% и 0 километров, так и осталось. И также у нас автомобиль не видит элементы выше 49-го. И по датчикам температуры тоже, половину датчиков температуры не видит. В общем, будем согласовывать снятие батареи и вскрытие батареи. И там дальше будем проверять BMB-шки и, возможно, менять эти BMB модули. Согласовали снятие батареи, чем сейчас и займусь. Снял пластиковые защиты. Вот здесь уже видна бирка с батарейки. Она на 57,3 киловатт-часа, 337 килограмм. Сделана в Китае. Не знаю, вскроем, посмотрим, что есть. Пока здесь нет никаких опознавательных знаков, что это за батарея. Здесь батарея с жидкостным охлаждением. И как на в основном всех ВАГах, контрохлаждение идет вне батареи. Под такой вот защиткой алюминиевой. И в случае, если антифриз начинает течь, если там по какой-то причине пробился радиатор или что-то еще, то антифриз начинает течь наружу. Он не попадает в саму батарею. На мой взгляд, это классная реализация для того, чтобы антифриз случайно не попал в батарею. И сзади еще такая металлическая защита. Здесь была пластиковая снизу, пластиковый пыльник. И вот такая защита, которая защищает высоковольтные провода. Автомобиль девственно чистый. Видно, что автомобиль абсолютно новый. Все чистое, красиво, алюминий не окисленный. Автомобиль у нас заднеприводный. Передний привод здесь, возможно, тоже есть какие-то модификации, но в данном случае здесь переднего привода нет. Так, в общем, сейчас сниму еще эту защитку и сниму батарею, вскроем и будем разбираться с нашими BMB-шками. Снял эту металлическую защиту, и здесь вот можно увидеть теоретически возможные размеры батареи. То есть здесь еще как минимум 2, 3, 4, 5, 6, как минимум 6 модулей сюда бы еще влезло бы. И чисто теоретически батарея вот этими креплениями могла крепиться здесь.
Сейчас здесь защита крепилась, а так могла крепиться батарея по всей длине. То есть емкость батареи могла бы быть гораздо больше. Ну, модули, конечно, менять не будет, но это могло быть за счет напряжения батареи. Можно было бы увеличить ее емкость. И, наверное, на ней есть батарея более чем 57 киловатт-час. Снял батарею, вот так вот она выглядит. Прямоугольная батарея, без всяких изысков. И сразу видно, что автомобиль делался как электромобиль. Усилители все находятся в коробах, а здесь просто днище. И батарейка, возможно, играет роль усилителя, так как она по центру тоже прикручена через вот эти проставки. И как на Мерседесе все замазано вот таким вот воском. Интересно, на чем проклеенная батарейка. Вот здесь у нас общая плата. И теперь нужно понять, почему она у нас не выходит на связь. Либо же у нас здесь есть BMB-шки. Сейчас вот это тоже все поснимаю. Либо у нас здесь есть BMB-шки, либо провода все идут сюда и дальше коммутируются вот в этом, в BMS-ке. Но, скорее всего, у нас BMB-шки на каждом модуле, либо один на два модуля, потому что на Volkswagen E-Golf есть модули ведущие, есть ведомые. Вот это, допустим, ведомый модуль, а вот ведущий. Здесь установлена BMB-шка, здесь ее нету. И так они, вот, допустим, этот разъем тоже. Здесь есть BMB-шка. А там, где нету этого разъема, допустим, вот этот, здесь BMB нету. Сейчас вскроем эту батарейку и посмотрим, как здесь реализовано, и посмотрим, что у нас вышло из строя. Так, а вот у нас как раз и блок BMB, который собирает информацию и общается с BMS. И BMS у нас управляет контакторами и связывается с автомобилем. И здесь она получается у нас вот одна, вторая, две BMB-шки. Так, интересно, а если их поменять местами, что у нас будет? Будет ли выходить на связь? Надо посмотреть, одинаковые они или нет по партномерам. И, возможно, поменяю их местами и подкину на автомобиль, посмотрим, что она у нас будет давать. Кстати, крышка здесь металлическая и не проклеена герметиком. Здесь вот нанесена такая пена мягенькая. И снаружи каким-то вот таким вот, видимо, что-то такие, типа не застывающего герметика, который не дает попасть влаги. А так у нас выглядит модуль. Здесь идут призматики. В каждом модуле у нас по 12S. И вот здесь есть описание. Здесь 6,87 киловатт-час в одном модуле, 156 ампер-час. На каждом модуле идут по два термодатчика. Один термодатчик, второй термодатчик. И все. И балансиры идут через предохранители. Идет шлейф. То есть чисто через провода балансировать их не получится. Шлейф может не выдержать. Но здесь, в принципе, несложно снимается. Снимается вот эта крышечка и вот эта. А вот так выглядит BMB-шка на модулях Volkswagen E-Golf. А на элементе, на модуле, где нету BMB-шки, просто идут выходы без этой платы. Поменял местами BMB-шки в качестве эксперимента. У них номера абсолютно одинаковые. И хочу посмотреть, как поменяется. Что изменится. Те же самые будут модули неисправные, либо другие. Так, ну какое-то чудо произошло. У нас автомобиль показывает 52% и 206 километров на заряде. Такого у нас не было. Так, контакторы у нас включились, машина перешла в рейде. Вот так чудный автомобиль. Замена мест БМС-ки, и машина поехала. Китайцы на заводе неправильно их ставят местами. Действительно, китайцы неправильно поставили, и она неправильно начала ехать. Вот как ремонтировать китайские автомобили? Она до этого проехала 210 километров каким-то образом, через 210 километров Китайцы захотела... поменяли местами BMW.
Китайцы поменяли местами BMWшки, она не перестала ехать. Вот что с этим делать и как с этим бороться? Вот как теперь клиенту объяснить, что мы сделали, почему мы это сделали? Одним словом, Китай. Пока что Китай крайне нестабильный. Так. Вернули сейчас платы BMW на место. И хотим посмотреть, будет ли она сейчас работать или нет. И при отсоединении вот этих разъемов, когда они стояли с той стороны, пропадали у нас какие первые, да? Вот это было с 1 по 48, это 48 по 96. Это отвечало с 1 по 48, этот от 48 по 96, но они у нас стояли местами наоборот. Сейчас переставили, у нас вообще минус идет отсюда. Вот первый модуль, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Но это так на всех остальных машинах. Но здесь как-то она идет. Этот отвечает за первый, второй и... Это вот так вот. Да, они крест-накрест отвечают. То есть непонятно, как идет инициализация. В общем, сейчас мы их поставили на место, как они были первоначально. И посмотрим при отсоединении этого, во-первых, выйдет она на связь или нет. И при отсоединении одного из разъемов, на что у нас будет жаловаться, какие перестанут выходить. После установки обратно плат у нас с 1 по... Ну ровно половина батареи. Ровно половина батареи. Где-то что-то барахлит. У нас вторая часть не выходит на связь. А Давай если я теперь отключу откинуть, да. Вот ту первую часть, то была типа первая. Да. А сейчас она какая будет? Пропшикали контакты. И сейчас посмотрим. Поставим ее в штатное положение. И еще раз подключим. Сейчас обратно вернули плату на свое место. И интересная очень машина. Непонятно, что произошло. Это говорит все-таки, что это не европейский автомобиль, а китайский. Со своими китайскими глюками. В общем, у нас опять перестала работать эта БМС-ка, но после того, как пошевелили провода, она у нас опять заработала. Вот эти проводки, в принципе, их можно заменить один на другой. Они все одинаковые. Главное, чтобы не перепутать синий с синим. Давай сейчас. Их, в принципе, здесь и не перепутать. В принципе, их не перепутать здесь. Ну, давай, коричневый. Синий. Это коричневый. И переставить, наверное, с вот этими. Короче, есть подозрение, что у нас либо проблема в самой БМС-ке и плохая пропайка там, либо же вот в этих разъемах. Поэтому сейчас поменяем их местами. Тут коричневые по одному ряду, синие по другому. Ага. Так, что у нас сейчас будет? Кстати, когда мы переставляли местами, то у нас все работало. То есть, возможно, у нас есть проблема в паре разъем провод БМС-ка, BMW-шка, но сейчас они у нас уже заменены. Посмотрим сейчас, что у нас будет. Так, ошибки у нас пропали. Автомобиль у нас запускается, едет. Колеса вращаются. Но у нас выскочила ошибка High Voltage Battery Risk of Fire. Safely park and exit vehicle now. Contact emergency responders. Но это может быть из-за того, что мы многократно подсоединяли разъемы, поэтому она думает, что у нас есть некоторый момент. И мало того, у нас еще не подключены датчики температуры на батарее. И тоже она может что-нибудь себе
такое неприятное надумать. Но это не точно. Как минимум сейчас она у нас работала, не проваливалась ни по напряжению, ничего. И сейчас поставлю крышку, поставлю на автомобиль, прикручу на несколько болтов и посмотрим, как она себя будет вести. Возможно, нужно будет ее оставить, чтобы она постояла пару дней, потому что она у нас без регистрации, поэтому ездить на ней нельзя, но проверить ее надо будет. Так, все, у нас уже все предупреждения пропали. У нас здесь горело предупреждение о том, что есть риск воспламенения батареи, но эта ошибка появилась, когда отсоединяли на горячие разъемы, и напряжение было 5,31 вольт. То есть это есть вероятность воспламенения машины, ну, потому что химия не выдерживает такое напряжение. Но это была ошибка, которая записана, и ее с помощью Одисса удалили. Все, теперь этих ошибок у нас нету, все хорошо. И теперь нужно собрать защиты, поставить все на место. И единственное, еще проверим зарядку. И если все хорошо, то в принципе автомобиль выпускаем владельцу. Теперь тестовый выезд автомобиля. Вернее, не тестовый выезд, а выгоняем автомобиль с бокса. Потому как проблема была не в движении, а даже в статике. Поэтому здесь особо и кататься нету смысла. И к тому же автомобиль без регистрации. Поэтому выгоню автомобиль и отдадим ее владельцу. Судя по тому, что автомобиль заряжен на 52%, и у нее рисует 202 километра на приборке, то полностью заряженная практически на километров 380 должна проехать. И как для электромобиля, в принципе, неплохой вариант, несмотря на то, что батарейка здесь могла бы быть гораздо больше. Если больше, то она вообще километров под 500 могла бы спокойно проезжать, 500 плюс. Вот такой вот был ремонт, не совсем понятный. И если вам нравится такой контент, то подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Но в свою очередь хотел бы сказать о том, что вот это еще раз подтверждает о том, что покупать автомобиль с Китая самостоятельно можно тогда этот головняк положить на свои плечи. Потому как ремонт бывает разный, и дешевый, и не очень. И если автомобиль привозится фирмой, то фирма берет на себя ответственность, и это ее уже недозаработанные деньги. А если человек привозит сам себе машину, то это его не то что недозаработанные, это его потраченные деньги. И потраченные деньги могут быть немалые. Поэтому все-таки рекомендую, если кто-то гонит себе машину, то все-таки воспользоваться услугами фирмы какой-нибудь надежной. Не знаю, не собираюсь никого рекламировать. Поэтому не скажу, кто надежный, кто ненадежный, но тем не менее. Фактически это страховка покупки автомобиля. И вдобавок к этому видео еще немного хочу добавить по ID4. Видео будет коротким, поэтому полноценное видео не выйдет. А рассказать есть о чем. Этот автомобиль привезли наши партнеры, которые занимаются продажей автомобилей. Пробег на автомобиле 47 километров. И вот такая куча ошибок. И основные ошибки, что у нас насос ОЖ, блок управления электропривода, слишком низкая частота. Автомобиль к нам приехал, потому что автомобиль выпадает в черепаху. По быстрой зарядке, по стойке, была зарядная стойка. Где-то они подзаряжались нехорошо. И вот датчик температуры ОЖ пересекается с насосом. Точно. Короче говоря, автомобиль выпадает в аварию из-за похожей неисправности помпы. Пробег на автомобиле 47 километров. Это еще первая зарядка была. То есть она даже не перезаряжалась. 81%. Обычно они идут с батарейкой 50% плюс-минус. Ну, правильное хранение батареек 50%. И вот, грубо говоря, ее чуть зарядили. И все, машина у нас немножко поломалась. В общем, нужно будет разбираться, почему это случилось. У нас здесь две помпы. По крайней мере, те, что видно. Вот одна помпа, вот вторая. И вот по этой помпе, не знаю, передаст ли камера, но вот такие вот она тикает как часовая бомба и, видимо, не может стартануть.
Что-то, видимо, она заклинившая с самого начала. Нет, ведет себя как-то непонятно. Надо будет откинуть разъем, сейчас посмотреть, по этой помпе ошибка будет, либо не по этой. И, скорее всего, эту помпу нужно будет менять. Новая машина и уже помпа под замену. Вот такое иногда бывает с новыми машинами. И еще раз как раз хочу сказать, что здесь хорошо, если этот автомобиль привезен какой-нибудь фирмой. И эти расходы возьмет фирма на себя. А если привез человек сам, то понятно, что помпа это не такая запчасть, но тем не менее, на новой машине 47 километров и уже умерла помпа. Так, а вся причина була в тому, що із-за довгого простою автомобіля в Китаї, а потім при доставці, даний ротор цього електромотора трошки приржавів і прикипів на валу. Після профілактики він крутиться чудово. Я думаю, все буде працювати. Вот так вот. Из-за того, что автомобиль долго ехал, долго стоял, немножко приржавело. Вон есть коррозия, и, видимо, этой коррозии он их схватил. Ну, повезло, что не надо помпу менять. Но повезло, что это помпа, которой есть доступ. Если бы это была помпа, которая стоит вот там, то пришлось бы что-нибудь снимать. Вон она стоит. Но это помпа, к которой был доступ.